люблю распаковочен, когда берешь действительно новую вещь. Не просто новую вещь, еще и качественную. Это Osmo Pocket фирмы DJI, которая стоила $349,99. То есть $350 в свое время это все стоило. Совместимость Google Play, App Store, Mac, рекомендованная iMovie, Final Cut Pro. Запечатанная, елки-палки, вот это самое лучшее ощущение, когда ты берешь и распаковываешь абсолютно нетронутую для тебя. Первое дело, интересно найти, это как его аккуратно распаковать. Так, я понял, по-моему, аккуратно тут не проходит. Неаккуратно распаковывать. Ай, красота какая-то нафиг. Так, теперь это запечатанное. Блин, люди, вы же делаете красивую вещь. Ну почему нельзя сделать какую-то аккуратную фитюльку? Я, конечно, может, я неправильно распаковал. Так, силикагель. Там кроме поролона ничего нету. Что у нас в комплекте есть? Инструкция, которую, конечно же, никто не читает, но тем не менее она есть, и даже на русском. Это всякие дисклеймеры, бумажки. Силикагель я не ем. И вот он. Вот он, собственно, виновник всего этого безобразия. Ну-ка. Да, блин, классно, он так в руке сидит. Супер просто. Блин. Просто супер. Здесь у нас выход под микро USB. Здесь у нас веревочка. А веревочка, кстати, есть. Давайте сразу посмотрим, что идет из аксессуаров. По идее, это должен быть кабель и веревочка. Правильно. И два переходничка. Под микро это под Lightning для iPhone и USB Type-C. Веревочка супер. И кабель, собственно, Type-C. Достается. Блин. Вот это красота. Вот это просто супер. Блин, какой он маленький. Какой он маленький. Please remove. Please снимите. Please дерните. Так. Блин, да, есть. Все такое мелкое и очень аккуратное. Очень аккуратно. Вот так вот раз. И как бы все. Опа. Опа. И он уже даже зажегся и просит выбрать язык. А я хочу русский. Ага. А русского пока нет. Device not activate. Окей. Будем разбираться дальше. Значит так, сейчас попробуем. Во-первых, Face Track работает, за мордой следит. Сейчас попробуем, как работает при перемене освещения. Здесь у нас сейчас в лифте яркое освещение, если нажать первый этаж. Физиономию держит, пытается держать, даже если я вот так вот. Да, вот так вот пытается держать физиономию. Я сейчас нахожусь вот при ярком освещении. Вот смотрите, это одна сторона, вот другая сторона яркая. Сейчас мы выйдем в темный подъезд. Запись идет 4К.
Я всегда боюсь этот момент, когда это переход. Боюсь всегда, когда лифт замирает. И вот так мы переходим на улицу. На улицу мы переходим. Опять у меня физиономия потерял. Где моя физиономия? Блин. Физиономию потерял. О, сейчас вот опять нашел, вроде бы. На улице дождь. Переключаемся на переднюю камеру. Впереди идет Ксюша. Вот. Идем за елочкой. Вы уже купили елочку? Ай-яй-яй. Купили уже елочку на Новый год? Ну, сейчас идем. Будешь курить еще, да? Вот. Так примерно выглядит на расстоянии вытянутой руки. Вот. Сейчас я покручусь. Это режим Face Track. Несмотря на то, что я отворачиваюсь, он вроде бы держит физиономию в центре нормально. Так, это у нас запись в машине. Смотрим, как работает стабилизатор. Я чувствую, что держит очень даже неплохо при такой тряске, которая у нас на дорогах постоянно имеется. И трясет, колбасит, так что двигается буквально все тело, дрожит от этих наших дорог. Вот. Сейчас мы поедем, вот так вот физиономию держит. Фейс-трекинг работает. Фейс-трекинг. Так, ну что, поехали, давайте уже. Давайте. Кстати, попробовать на моменте работать. А нет, чуть-чуть. Вот тут чуть-чуть есть, но тогда сбивается, нет, тогда сбивается. Да я попробовал на магнитное крепление смартфона, но, к сожалению, не держит. Вернее, может магнититься, но только где-то в районе верхнего магнита стабилизатора, и тогда получается, что стабилизатор перестает, естественно, работать. Вот. Это, конечно, тоже плохо. Я надеялся, что сделаю самое такое какое-то металлическое сзади основание в нем, где-то там вот в районе аккумулятора, чтобы можно было прицепить к машине, и он тогда бы отслеживал. Но чудо не произошло. Мы двигаемся. Сейчас попробую переключиться на фронтальный режим, чтобы посмотреть, как идет дороги. Вот у нас съемка. Опять-таки все дрожит, все просто. Блин, что-то еще падает. И еще что-то падает, и все дрожит. Смотрю на исходном видео на результат. Вот так вот выглядит съемка из бокового стекла пассажирского. Я весь дрожу. Картинка, будем надеяться, что стабильна. Вот я опять фейс-трек сразу включился. Физиономию схватило, оно вытянуло на руке, и мы едем в машине. Такая вот красивая елочка.
Toyota Parade Wild Shoot. Не захотела наверх. Прилетело. Конечно, стеклянные. Не, слушай, они не стеклянные, они покрыты каким-то ворсом. Вовсю идут ярмарки. Ярмарки предновогодние. И если вам нравится такое видео и такие подготовки к Новому году, ставьте лайки, жмите колокольчик. Мы тоже вот собираемся, что-то ищем, покупаем, готовимся к Новому году. Всем привет, с вами Михаил, канал Гаджетоман, и сегодня речь пойдет, как вы уже поняли, о камере DJI Osmo Pocket. До этого я никогда с ней дела не имел, в руках не держал, так смотрел немножко пару отзывов, но как бы не представлял ее себе в качестве какого-то рабочего инструмента вот буквально до сегодняшнего дня. Вчера я ее купил. Слава богу, они уже подешевели существенно. Буквально я купил уже за $260. Можно купить. Это у нас в Украине в магазине. До этого рабочим инструментом у меня был, как правило, для влогов, блогов и каких-то поездок, путешествий. Я пользовался в основном GoPro 6, которая, вполне меня устраивала, так скажем, во всех смыслах. К ней было очень много аксессуаров. Вот даже можете посмотреть где-то здесь. Не, вот здесь вот, наверное, да? Или здесь. Там будет ссылочка на мой сетапчик, который я делал с этой камерой. Там у меня было и Steadicam, и для звука специальный адаптер. В общем, много всяких экспериментов я проводил, сравнивал. Есть у меня видео сравнения качества GoPro с 10X Max айфоном и камерой DJI, коптера DJI, как он там называется, DJI Mavic Air. Тоже, кстати, один из моих рабочих инструментов. Я считаю, тоже отличная камера, отличный дрон для съемок, который вполне может, то есть он идеально, я считаю, снимает в 4К. 4К я редко, честно говоря, снимаю. Но, как правило, Full HD, и качество просто изумительное. Для съемок в воздухе, в каких-то путешествиях я всегда его беру, и он всегда, в принципе, меня устраивает. Маленький, компактный, сунул в карман буквально, и он всегда рядом с тобой. Вот почему я решил попробовать Osmo Pocket. Цена, конечно, не сильно важное значение имела в моем выборе, но тем не менее, достаточно, если вы хотите попробовать узнать, что это такое, то сейчас цена конкретно на них хорошо упала, и самое время задуматься о такой покупке. Значит, давайте так, это видео, в
первую очередь предназначена тем, кто сомневается. То есть я вот, например, до позавчерашнего дня я еще сомневался, покупать или не покупать, потому что было очень много негативных отзывов в интернете, было очень много позитивных, и трудно было решиться на такую покупку. Но я вам сейчас расскажу просто те свои впечатления, которые вот я вчера сделал тестовую съемочку, если это можно так сказать, да, которые уже посмотрели. В течение часа я ходил по улице, снимал на улице, снимал из машины, снимал в помещении, снимал в торговом центре. И вот эти впечатления впечатлениями хотел бы поделиться с вами. Это именно те самые первые впечатления. Я еще долго не вникал во все тонкости настроек. Ну, то, что я успел прочитать, да, в интернете там по основным настройкам, да, какие есть расширенные, есть общие. Я поставил расширенные, попробовал поснимать в 4К. Без всяких там этих профилей изображения или каких-то там настроек дополнительных. То есть фактически как есть, только разве что вот включил расширенный режим, съемка была в формате MOV, для того, чтобы больше было удобнее мне монтировать в Final Cut или на планшете, я использую LumaFusion. Итак, погнали по основным пунктам, так скажем, понравилось, не понравилось. Первый пункт — эргономика. Эргономика существенная, я считаю, существенный критерий при выборе этой камеры, потому что, ну, во-первых, корпус, да, то есть корпус вот в чехле, когда он лежит, он достаточно удобный, он легко лежит в руке. Это чехольчик, эта петелька надевается на руку, вы фактически всегда его держите при себе. Вы его не потеряете. Замочек очень удобный тем, что он вот так вот быстро на раз-два захлопывается. Заряжать можно прямо отсюда, никаких не требуется. То есть тут все открыто и не нужно вынимать его, собственно, из чехла. Это огромный плюс. Потому что, опять-таки, буду сравнивать с GoPro. Для того, чтобы ее зарядить, мне нужно открыть сзади что-то, зарядить и закрыть. Правда, все это опять сказывается на влага- и водоустойчивости, пылеустойчивости. То есть, естественно, эта камера не пыли, не влагоустойчивая. Вы видели видео, где... То есть, видели тестовое видео мое. Там как бы идет сейчас у нас в Украине дождь, и, честно говоря, боялся замочить, но, слава богу, такой плюс-минус дождик не очень повлиял никак на камеру, и это очень хорошо. Но, конечно, в воду бросать, как я плавал с GoPro, не стоит ни в коем случае. Все открыто и очень много прорезей, в частности на самой камере, на детали, так скажем, оптической системы, стабилизаторе, потому что при большом разрешении она достаточно существенно греется при долгой работе. Еще по эргономике. Значит, держать в руках, ну, просто, честно говоря, я вот вчера впервые взял, я привыкал, я еще не привык. Потому что, ну, держишь в руках ты абсолютно не камеру, ты держишь в руках, я бы сказал, какую-то авторучку или, ну, какую-то палочку. Ну, это никак не камера для меня пока. Пока еще никак не камера. То есть, когда ты держишь, например, GoPro, да, то есть люди видят, что ты с камерой снимаешь с камерой. Это тоже такой психологический момент. Некоторые, кто начинающие видеографы, например, стесняются или боятся, или как-то скрываются, да, то есть они не хотят, они боятся, что их вот как-то посмотрят косо, как-то осудят, ну, что-то типа такого. Ну, вы поняли, я думаю, о чем я говорю, когда вы идете вот с камерой. Не дай бог, она еще будет на
стадиками, да, то есть со стабилизатором, еще вот такая вот здоровая будет балда. Здесь вы держите эту малютку, знаете, вот когда там вот я видели видео, там я елочку выбирал, да, вот единственная девушка, которая там продавец сказала, вот когда я выбираю, ой, а что это такое, я никогда такого не видела. То есть люди, как я заметил, в магазине во время съемки, да, в торговом центре, они, ну, просто не обращают внимания. Ну, то есть мало ли, что человек несет. Может быть, он там что-то купил тут же в магазине, и просто он ходит с этой, так скажем, с этой палкой, да, и вот. И никто даже, ну, в мыслях не закрадывается, что это может быть камера, портативная камера, вот, и не дешевая, и дорогая, знаете, когда если вы идете по магазину, например, вот с телефоном, да, вот реально видно, что это телефон, и вы идете, и все прямо так вот смотрят, как, вот что он там снимает, почему снимает. Ну, были такие случаи у меня, что набегала охрана, здесь снимать нельзя, там какие-то свои предубеждения, какие-то начинают рассказывать про законы. Вот. Здесь же с этой камерой, но я не скажу, что вы станете агентом 007, где втихаря вы сможете снимать, но, по крайней мере, большинство из окружающих просто не воспримет вас каким-то подпольным фотографом или что-то вы там задумали, решили. Вы просто будете себе ходить и аккуратно снимать то, что вам надо, и достаточно, ну, то есть плавненько. Вы понимаете, что с этой камерой, эта камера предназначена не для каких-то экшен-действий, это для такой спокойной, медленной, плавной съемки, для того, чтобы создать отличные такие футажи и потом это красиво смонтировать, и будет у вас идеальный фильм. Так, дальше еще пару слов по эргономике. Чехол, конечно, с веревочкой это хорошо. Я считаю, из минусов то, что здесь тоже нету какого-то крепления или держателя, который, то есть хотя бы ту же веревочку можно было прикрепить прямо сюда без всяких лишних. Понятно, что можно докупить еще там каких-то кучу аксессуаров, родных, не родных, но хотелось бы какое-то все-таки крепление, которое будет постоянно страховать эту камеру. Что я заметил, интересный момент, что вот сзади вот этой камеры, да, пластик, он немножко отличается. То есть здесь как бы идет такая, ну не скажу, что прорезиненная, но скорее всего такая пластмасса, почти как у GoPro. А вот сзади, задняя стенка, она более шероховатая, что ли, да. То есть когда вы держите в руках, это как бы дополнительный плюс к, так скажем, антипотеряшка, или как это назвать, я еще не знаю. Ну, то есть это дополнительный плюс к антискольжению этого устройства в руке. То есть если там, например, ну, за дисплей, понятно, вы не будете держаться, вот, но вот задняя панель, она хорошо отличается и хорошо, то есть она более шершавая, и пальцы не так скользят, как вообще в целом по камере. В целом камера тоже не глянцевая, но вот эта вот задняя панель, она дополняет некую такую комфортность если держать ее в руке. Что еще по эргономике? Камера включается буквально за считанные секунды. Если GoPro у меня там включалась, например, там надо секунд 10, да, где-то подождать, пока она там заведется. Здесь буквально за пару секунд ты включил и сразу пошел снимать. Пошел снимать, но если вам надо поставить и съемку, например, делать в стоячем положении, то есть поставить камеру ее вертикально на какую-то поверхность, вы помните, что здесь есть зарядное отверстие, так скажем, да, вот, и в случае, если вы все-таки питаете ее от пауэрбанка, или то есть вам заряда не хватает, надо подпитать, то просто так вы его не поставите, и вам потребуется либо
дополнительный какой-то адаптер, либо, ну, хрен его знает, как его придумать, но реально вот это вот снизу зарядка, это, ну, честно говоря, перебор со стороны DJI. Я такое не приветствую, когда на одной из рабочих, я считаю, это рабочая поверхность тоже камеры, потому что она как бы должна, и стоит иногда, и, ну, не снимает не в руках, а стоит просто на столе, а стоит она достаточно устойчиво, не шатаясь, ее достаточно трудно, если я даже стол пошатаю, она не перевернется, но при этом будет закрыт разъем. Ну, это мое такое первое впечатление. Так, следующий момент, это просто отличное решение, когда вот эта камера при выключении становится вот именно в такое положение. То есть она становится в такое положение, при котором вы сразу быстро можете положить в чехол. Не думаю, что вы будете быстро ложить чехол каждый раз, но тем не менее. То есть, как правило, она легко помещается в руке, ее можно положить. Я ее носил просто, клал, если мне нужно на некоторое время, да, там я положил ее в карман, там нагрудный, ее обычный просто в карман куртки. И ничего, слава богу, с ней не будет. Но лучше, конечно, этого не делать, потому что, сами понимаете, все открытое, линза открытая, стекло дисплея, бог с ним уже. Вот, и там, если вам понравится, можно и пленочку наклеить. Но, конечно, лучше ее хранить такую нежную штучку, хранить именно в специально приготовленном футляре. Футляр у нас покрыт внутри таким мягким, таким, я бы сказал, каким-то бархатом, да, то есть как раз очень удобно. Если он еще антистатический, то будет вообще супер. Я не проверял, не знаю, как она накапливает внутри пыль, но буду надеяться, что накопления пыли там не будет, если долго его хранить и туда-сюда елозить с камерой. Так, погнали дальше. Значит, что у нас еще, что я хочу еще сказать при моем беглом обзоре, так скажем. Как бы подразумевается еще, что камера может работать в связке с телефоном. То есть, либо с Apple, есть адаптер Lightning, очень удобно то, что он как бы вставляется прямо сюда в саму камеру, и можно быстро подключить телефон, и занимает буквально тоже пару секунд. Взяли телефон, подключили, и все. Я просто как бы для себя не вижу реального применения. Это мое мнение, конечно, вы можете не согласиться, но реального применения с телефоном я для себя просто не вижу. Если мне нужен будет телефон, ну, хрен с ним со стабилизацией, да, то есть современные Apple-овские девайсы как бы уже настолько, имеют настолько хорошую камеру, что дополнять ее еще второй камерой, ну, пусть даже с отличной стабилизацией, хотя про стабилизацию мы тоже поговорим чуть позже, но все равно это не тема. Поэтому я для себя, например, вот буду пользоваться этой камерой именно вот в тех моментах, когда мне нужно какая-то мягкость проводки, какие-то футажи, то есть плавность. При ходьбе, да, при ходьбе эффект плохой. Мне не понравился эффект плохой. И, честно говоря, на больших стабилизаторах, да, это понятно, что когда ты идешь и стабилизатор это не схватывает, но это не так чувствуется на больших стабилизаторах, которыми я пользовался. Вот, но здесь это чувствуется очень сильно. То есть ни в коем случае я не рекомендую бегать с ним и прыгать на перегонки, там с кем-то бегать. Стабилизатор просто, ну, он не умрет, но видео, я считаю, просто можно будет выбросить. С ним ничего не сделаешь. Так, про настройки и дисплей пару слов. Что мне сразу не понравилось? Во-первых, вот этот бегунок, который имеется с правой стороны,
то ли у меня пальцы большие, то ли я как-то быстро очень пытаюсь им регулировать, но у меня, например, не всегда во время съемки, вчера, в частности, я снимал в 4К, у меня не всегда срабатывало. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, это особенности, то, что она перегружена, да, снимает в таком 4К режиме. Либо, ну, может быть, у меня широкий палец, который захватывает еще какую-то там часть экрана. Вот. Экран, кстати, я поставил все-таки с разрешением 16:9 и без, то есть он растянут. Он не, тут есть два варианта, когда можно растянуть его, тогда вы будете видеть по ширине и по высоте реальную картинку, но эта картинка будет очень маленькая. Второй вариант — это когда вы можете растянуть, то есть как бы фокусироваться на центральном кадре, да, на центре изображения, оно тогда будет побольше, но вы не увидите края. Вот. Ну, как бы мне достаточно, в принципе, я вижу прекрасно эту картинку, тем более, что съемка подразумевается на расстоянии вытянутой руки. Почему на расстоянии вытянутой руки? Если вы снимаете себя вблизи, ближе, чем, например, ну, я не знаю, я пробовал вот на расстоянии, например, там сколько, сантиметров 30, наверное, да, то крайне сложно удерживаться фейс-трекингу. То есть он лицо, так скажем, не то, плохо, во-первых, фокусируется долго, во-вторых, этот фокус куда-то вечно сбегает. То есть я когда когда в таком положении, например, ты переключился на себя, да, сейчас развернется, это тоже еще вопрос. Вот, так он держит лицо очень неплохо, и вы можете даже достаточно быстро поворачивать, и он будет следить за вами, да, то есть он следует за вашим лицом. Но стоит вам только вот приблизить или начать съемку с расстояния, которое близкое, этот фокус постоянно теряется. Вот посмотрите видео, которое было в начале ролика, там, например, есть момент, где шарики. Когда я пытался, вот включил и пытался шарики эти снять, да, то есть близкого расстояния, фокус начал прыгать. Он просто перепрыгивал с близи на даль, с дали на близь. Вот. Вы этого не увидите на маленьком дисплее, но зато вы потом увидите в конечном видео и выкинете его в корзину. Вот. Поэтому единственный способ — это, естественно, держать камеру только на вытянутой руке, либо специальный есть extension rod, вот, который позволит вам дать какое-то расстояние, но либо, опять-таки, перевестись камеру наперед и снимать какой-то предмет, но помня, что этот предмет должен быть на расстоянии, ну, не меньше, чем полметра, это 100%. Так, это такой ключевой момент, который мне не очень понравился. Второе, это вот там, кстати, есть еще видео, где я выходил с эпицентра, с супермаркета, вот с такой вот этой мишурой новогодней. Я просто тупо не мог сфокусироваться на себя. Я вот как бы держал его, да, я не держал его вот так, я держал его вот так, но он, зараза, никак не мог сфокусироваться, вот этот фейс-трекинг никак не мог включиться. Это тоже такая вот оказалась больная тема. Момент, кстати, по настройкам. То есть, да, настройки, в принципе, достаточно удобные, если их не менять на ходу. То есть с этого дисплея все включить и пользоваться просто отлично. Что еще хотел сказать? Вот, да, про вот этот поворот, тилт вверх-вниз я сказал. Да, то есть когда, ну, кстати, тоже, вот я сейчас кручу вверх-вниз, оно, понимаете, оно
что-то захватило. Gimbal Limit Richard. То есть бывают вот такие какие-то специфические нюансы. Я не скажу, что это брак или это... может быть, к этому надо просто привыкнуть. У меня было, это буквально, я это видео пишу через там, меньше, чем сутки после апробации, да, первого выгула, так скажем, камеры. И может быть, это будет как бы так вот, мое первое ощущение. Я надеюсь, что я сделаю хотя бы месяц с ним побегаю, да, куда-то возьму в путешествие, поезжу с ним, и может быть, все станет на свои места. Я разомну пальцы и буду тыкать туда, куда надо, а не туда, куда он хочет. Вот. Потому что, по крайней мере, девайс для меня реально новый, но я чувствую за ним как бы для себя большое будущее. И уже в этот раз я его с GoPro я с собой не потащу. Мой огромный сетап с камерой Sony, естественно, тоже не потащу. Звук, кстати, пишет достаточно неплохо. Вы слышали на видео. Почему-то вот какие-то были предыдущие видео, может быть, уже пофиксили у других блогеров. Я такой более какой-то больше высоких тонов. Здесь достаточно глубокий, нормальный звук. Может быть, от последней прошивки, а сейчас вот недавно вышла последняя прошивка, 30-я. Может быть, уже это дело пофиксили, но звук мне понравился. Это даже без никаких микрофонов дополнительных, вот просто тупо 2 микрофона и включена система, как это сказать, против ветра. Ну, вы поняли. Короче, идет какая-то защита против ветра. Вот. Скорее всего, электронная, либо, может быть, один микрофон отключается. Ну, я еще пока до этого не дошел, не могу вам рассказывать. Нету своего экспертного мнения в этой области. Так что звук достаточно хороший. Аккумулятор держит, значит, я проверял, вот просто поставил его на запись. Где-то держит в 4К, он снимал у меня где-то порядка часа, вот так, где-то часа, час 10 может быть. Может быть, он еще не раскачался, это только буквально первая, вторая зарядка. В режиме 1080 Full HD он держался где-то часа два. Ну, я считаю, это достаточно хороший вариант, если действительно куда-то ехать, будет Powerbank, собственно, питать его, так сказать, на ходу. Перегревается, но да, он греется, Вот сейчас я его включил, насколько я с вами говорю, вот буквально там минут 5, наверное, да, идет, я чувствую нагрев. Если снимаешь, идет нагрев больше, но я не считаю, что из-за этого стоит париться. Скорее всего, что все идет по плану. По крайней мере, никаких аварийных алярмов просто нету. Карточку кушает, конечно, брать стандарта U3. V30 теперь. Да, теперь называется V30 по новым этим самым правилам. V30. С высокой скоростью записи, если вы хотите снимать 4К. Еще что один момент хочу сказать. Значит, если вот здесь вот как бы вот эта кнопка, которая есть кнопка записи начала, есть кнопка многофункциональная, она включение-выключение плюс переключение режимов. Не знаю, почему у меня так получается, но я пока еще тоже, может быть, не приноровился. Но для того, чтобы, например, сделать поворот камеры в обратную сторону, да, я уже нажал выключить. Сделать поворот камеры в обратную сторону на 180, да, нужно 3 раза ее нажать. То есть раз, два, 3. Она поворачивается. Но почему-то, я не знаю, у меня получается так, что могу быстро нажимать, вернее, не быстро, быстро, но не нажму не 3 раза, а 4. Как-то вот, знаете, инстинктивно хочется быстро переключить. Эта камера не любит быстроты, не дай бог.
Быстроты здесь нету никакой ни в чем, ни в управлении, ни в съемке. Все надо делать медленно и аккуратно. Раз, два, три. Но если вы хотите аккуратно, очень медленно, раз, два, три, она просто не поймет и начнется переключение режима фото-видео и туда-обратно. Это тоже один такой момент, который, ну, странно было как бы для меня, да, ну, сделайте какую-то задержку или там, дайте людям, то есть здесь получается, что очень быстро нужно нажать 3 раза. Если ты ошибешься на полсекунды ошибешься, или не дай бог не 3 раза нажмешь, а 4, ну, просто вот, видите, мне хочется 3 нажать, но я нажал 4, случайно, бывает такое, вот как-то вот, то ни хрена не будет. Оно, понимаете, вот этот тоже момент, ну, не терпит она суеты. Это все, конечно, дело привычки. Через пару дней я научу, ну, то есть у меня уже не будет таких фейлов, но, по крайней мере, в начале, когда вы хотите что-то быстро снять, знаете, так, переключиться на какой-то другой фон, там, сзади, спереди, сбоку, пока, ну, то есть, чтобы она быстро вот перешла в другой режим, надо вот четко взять себя в руки и аккуратно нажать. Не быстро, не медленно, аккуратно. Это тоже надо привыкнуть, и честное слово, потому что, ну, как бы, эта малютка, вот реально я взял ее в руки, это такая малютка, которая не терпит суеты. Так, первое впечатление. Ну, еще один момент, который я не мог не проверить, это работа, собственно, не только с телефоном, но и работа DJI Osmo Pocket с планшетом, вот на примере, например, мини. То есть система, все достаточно просто и работает просто великолепно. Если вот вы, мне интересно, если вы пользуетесь, насколько, если вы пользуетесь, вот именно уже пользуетесь этими DJI Osmo Pocket, насколько удобно вам и как часто, в каких случаях вы пользуетесь Osmo Pocket в связке с телефоном или планшетом. Вот напишите мне, пожалуйста, в комментариях, мне будет достаточно интересно, в каких случаях и когда, какие кейсы, вот интересно, с вашей точки зрения будут удобны вот пользование именно с планшетами. Я не сторонник использовать, вот, ну, не то, что не сторонник, но я для себя пока не вижу кейса, чтобы использовать с телефоном или планшетом. Вот интересно послушать ваше мнение. Ну, снимает, и я вам скажу, что достаточно отлично, так скажем. Вот, следит. И самое вот, что главное, я смотрю, вот, например, в связке с мини, он не задевает, как бы ты его ни крутил, по всем осям он не задевает, собственно, не цепляется вот стабилизатором, не цепляется за сам планшет. Я это пробовал и с мини, и вот даже с таким этим Pro он абсолютно не задевает. Но, например, конечно, экран большой, но мне звоняет, и я пока не готов к таким. То есть для меня это устройство будет, я думаю, так же, как и для вас, это в первую очередь портативное. То есть портативно вы его в кармане носите, быстро что-то включить, снять, какие-то проводочки медленные, аккуратно, все не спеша, и сделать классное видео. Для всяких экшенов будет, естественно, экшен камера. И не надо делать из мухи слона, так скажем. Вот. Ну, вот такой вот первый мой взгляд.
По этому поводу давайте обсудим где-то через месяц использования. Вот. Я надеюсь, что я уже полностью разберусь и с настройками, и с какими-то хитростями этого девайса. А за это время я прошу написать ваши комментарии, что вы думаете по поводу этого видео. И если вы уже используете Osmo Pocket, напишите ваши кейсы, интересно, в каких случаях и где, как вы используете, насколько вам удобно. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, впереди еще много всяких интересных обзоров. Мне всегда интересно мнение моих читателей. Ставьте лайки. Ну и до новых встреч. Всем пока.